Биткоин на сегодня, 30 октября 2024, стоит 7 миллионов рублей. В русских рублях это рекорд всех времен. В долларах тоже исторический максимум, хотя немножко попозже, потому что рубль просел больше, чем доллар. Коммент двухнедельной давности. Что-то не растет твой биткоин. Ну вот, биткоин подрос, не выдержал критики. Как там стабильные альтернативы? Как там инфляция? Интересно, каково будет видеть его на 70 миллионах рублей? Кстати, прыжки между 5 и 7 миллионами рублей – это просто мелочь. Я же не дневной трейдер, я как бы хочу отделить деньги от государства. На каждого жителя Земли приходится примерно по 2000 биткоина, и можно покупать именно такие крошечные доли. Каково это осознавать, что за 150 баксов ты покупаешь целую жизнь чужого труда? Я осознанно вкладываю значительную часть своих сбережений в биткоин, понимая, что никто никаких гарантий мне не дает. Это инвестиция с риском, как и любая другая. И если этот риск оправдается, то я стану первым миллионером в своей семье. Но центральные банки умудряются обвинить меня в обнищании общества. В ЕЦБ назвали биткоин причиной обнищания и раскола общества. Эксперты Центрального банка Евросоюза призвали тех, кто не владеет биткоином, выступить против актива и не поддерживать политиков, одобряющих первую криптовалюту. То есть, рискуя своим капиталом я, а беднеете вы, выходит, из-за меня. Чуткий ЕЦБ нашел виновного в расколе общества и обнищании. Конечно, кто еще, если не децентрализованная валюта, свободная от манипуляций тех же центральных банков. Не система с постоянным печатанием денег и растущей инфляцией, а биткоин несет угрозу миру и процветанию, где мы постоянно работаем, чтобы покупать все меньше. А призыв бороться против биткоина – это вообще верх логики. Выступите против независимой валюты, чтобы продолжать поддерживать модель, где обесценивание сбережений – это естественный процесс. В мире есть 105 стран, которые имеют собственные центральные банки с правом эмиссии валюты, то есть фактически они обладают печатным станком. Таким образом, добавляя в обращение больше денег, без добавления реальной ценности, они обесценивают существующие деньги. В России есть центральный банк? Есть. Печатает он рубли? Печатает, как и любой другой центральный банк. Объем наличных денег превысил 18 триллионов рублей. За прошедший год объем наличных денег в обращении увеличился, напечатался на 2 триллиона рублей. Это увеличение составило 11,1% от общего объема, что означает, что ваши сбережения обесценились примерно на этот процент. Но эти воры, центральные банки, называют меня причиной обнищания общества за то, что я предлагаю ему вариант, как не терять свои сбережения. В наши дни разоблачение зла считается большим злом, чем те, кто творит зло на самом деле. Мне это знакомо, как веган, я говорю, что убийство ради вкуса – это зло, но в ответ слышу, что должна быть мягче. То есть говорить правду – это агрессивно, а закрывать глаза на жестокость – супер. Оказывается, проблема не в том, что миллиарды животных страдают, потому что кто-то не хочет есть фасоль, а в том, что я недостаточно нежно об этом говорю. Пожалуйста, будь помягче, чтобы общество коллективно продолжало быть эгоистичным. В общем, как бакалавр экономики и магистр международного бизнеса, я заявляю, что экономика – это просто игра с печатью фантиков. Как насчет стать своим собственным банком и отказаться от чуда экономики, инфляции, долгов, обесценивания? Биткоин проверяется каждую 10-ю минуту тысячами людей по всему миру. А как насчет ЦБ России? Последние проверки, проводимые независимыми аудиторами, касаются в основном финансовой отчетности и соответствия нормативным требованиям, но не охватывают всей деятельности ЦБ, особенно в части денежно-кредитной политики. Более глубокие проверки происходят крайне редко, так как полномочия сторонних аудиторов ограничены и детальный анализ макроэкономической политики находится под контролем самого ЦБ и органов, таких как Счетная палата. Короче, они сами себя контролируют. По факту Центральный банк России, ранее Госбанк СССР, ни разу не был проверен за последние 103 года. Запомните этот момент, когда биткоин будет стоить 300 тысяч долларов, вам скажут, что вам просто повезло. Нет, не повезло. Вы разобрались в том, как устроена денежная система. Не хочу я проснуться такая в 65 и обнаружить, что все мои сбережения были девальвированы инфляцией. Биткоин – это страховка против воровства государства. И не собираюсь я слушать о том, что биткоин – это пузырь, а тех людей, которые в долгу на 300 миллиардов долларов. Это внешний долг России. Единственный выход для страны – это напечатать 300 миллиардов долларов, погасить внешний долг, использовать золотой резерв России, чтобы помочь россиянам справиться с гиперинфляцией, перейти на биткоин с ограниченным предложением и без массового надзора, упразднить центральный банк и отказаться от процентов по кредитам. Немного трудно, но проблема бедности будет решена. Конечно, ее решать никто не хочет.
Поэтому все центральные банки против биткоина. Они боятся его, потому что он делает их ненужными. Еще они боятся, потому что знают, что не смогут его остановить. Можно ли отключить биткоин? Технически да, однако любые попытки запретить или регулировать существование биткоина маловероятны. Биткоин сам по себе децентрализован. Любые попытки закрыть биткоин будут означать, что правительствам всех стран мира придется сотрудничать и одновременно отключить интернет. Лучшей стратегией замедления роста биткоина для правительств было бы прекратить печатать деньги, вернуться к золотому стандарту и не финансировать войны. Ну или скупить весь биткоин и выбросить кошелек в Тихий океан. Но даже 3 самых больших банка в мире не смогли бы сделать этого, да и это технически в принципе невозможно. Мне вечно пишут в комментах, как там мой биткоин, ну типа подкалывая его какое-то падение в цене. Такие люди не понимают, что у него нет цены, только обменный курс. Как только вы осознаете эту тонкую, но важную разницу, вы прозреете. Для меня дело не столько в самом биткоине, сколько в доле, которую я имею в майнинге. Представьте, что все умнейшие люди мира работают на вас бесплатно. Хотите такую команду? Купите биткоин, и они ваши. До сих пор не могу поверить, что мы с помощью фейковых денег можем купить настоящие. Дело не только в том, что у него нет цены, а в том, что богатство куется всегда, а не только во время булрана. Если у вас нет собственного денежного принтера, наверное, все-таки стоит рассмотреть вариант с биткоином. Мир в основной своей массе не в курсе там даже ближайшего халвинга, поэтому выбор держать биткоин становится осознанным вызовом против системы. Еще оружие против войны. Если вас уничтожат, то заберут у вас имущество, землю, золото, нефть. Ну, в этом и смысл войны. Но биткоин у вас не забрать. А пытаться улучшить мир, не трогая деньги, это так же, как лечить симптомы, а не причину. Сейчас даже на all-time high киты все-таки еще держат биткоин на низкой цене, чтобы набить карманы. Как только они закончат, то посеют панику, обрушат рынок, закроют свои позиции, и тогда биткоин полетит до 10 миллионов долларов. Внезапный момент биткоина вот-вот наступит, а на моей работе люди все еще обсуждают погоду, что означает, что они через 10 лет будут на этой работе. Биткоин 14-я по величине валюта в мире, хотя и самая молодая. Без границ, делимая до бесконечности, с аудитом каждые 10 минут и невозможностью девальвации. Он превосходит их всех, не только как в данный момент рубль. Короче, у человечества есть 2 формы денег. Золото на протяжении последних 5000 лет и биткоин, цифровое золото, на следующие 5000 лет. Однажды он будет стоить там выше 10 миллионов долларов, и тогда ваши потомки уже не смогут позволить себе целую монету. Либо смиритесь с этим, либо начните покупать биткоин прямо сейчас. Он только улучшается с годами, поэтому, по крайней мере, на ближайшие несколько лет вы еще не опоздали. Наши деньги начались с нуля, их деньги стремятся к нулю.